Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Ну или сегодня правильнее будет сказать Вело Санчо, потому что именно сегодня мы наконец планируем отправиться в первую семейную велопрогулку. Я уже упаковал 3 велосипеда в машину, а утро это у меня началось с того, что я обнаружил прокол в одном из колес. Колесо было пустое, треснула камера в месте, где приклеивается вентиль к самой резине камеры. Довольно серьезная поломка, а поскольку сегодня 1 мая, выходной, все магазины закрыты, новую камеру купить не представляется возможным. Хорошо, что у меня был ремкомплект, с помощью которого я когда-то клеил камеру на колесе коляски. Поставил заплатку, накачал, вроде пока держит, будем надеяться на лучшее. Ну а сейчас усаживаемся и поехали. Первый выезд мы решили делать не слишком далеким и не слишком протяженным. Во-первых, чтобы протестировать велосипеды, а во-вторых, чтобы самим не устать, не перегрузиться и получить от поездки позитивные эмоции, чтобы потом хотелось еще и еще выбираться на такие прогулки. Поэтому едем в парк Шленский. Парк Шленский – это большой красивый зеленый парк, который раскинулся между одноименным стадионом, находящимся на окраине Хожева, и парком аттракционов Легендия, который уже находится в Катовицах. И вот боюсь ошибиться, но протяженность километров 5, не меньше. И в ширину приблизительно столько же. Здесь уже есть определенные нюансы с парковкой, поэтому мы хотим заехать на парковку парка аттракционов. У нас есть сезонный билет, поэтому парковка для нас бесплатная. Вот, кстати, как раз ценник. Для гостей парка 20 злотых, по сезонному билету бесплатно, а если просто машину поставить, то 150 злотых. Недешево. Dzień dobry, mamy bilet сезоновый. Поедем направо. И знаете, здесь тоже с парковкой есть нюансы. Попробуй еще найди свободные места. А так, чтобы в теньке, так вообще фантастика. Как все-таки удобно иметь в меру компактную машину. И здесь никому не мешаю выехать. И здесь поместились. Вот если бы черный Сиат чуть подвинулся вправо, мы бы и здесь влезли. Ну и так ничего. Открываем багажник, достаем велосипеды. «15 минут сложить все и отрегулировать, и мы готовы». И вот мы на въезде в парк. Мне достался зеленый велик с корзинкой. Я везу все припасы. А вот стоечка арендных велосипедов. Именно с них все и начиналось. В прошлом году мы сюда приехали, взяли такие велики на прокат. И 2 часа катались по парку. И уже тогда пришла в голову идея, как классно было бы иметь свои велосипеды, чтобы не быть привязанными ни ко времени, ни к расстояниям. Над нами канатная дорога. Можно покататься. Здесь же, видите, проходит узкоколейка. Когда-то был классный маршрут, ходил паровозик, катал детей. К сожалению, сейчас не работает. Может, починят когда-нибудь. Ну и что в этом парке классно, что здесь можно ездить на велосипедах. Людей сегодня очень много, оно и неудивительно. 1 мая, праздник, день труда и выходной посреди недели. Все выбрались погулять. А справа от нас большой зоопарк. Мы там, к сожалению, еще не были, но обязательно как-нибудь выберемся. А вот и вход в зоопарк.
и очередь в кассу. Но даже не входя внутрь, а вот так прогуливаясь рядом, можно полюбоваться на местных обитателей. Вот кто это? Журавль. Красивая птица. Кажется, я совсем недавно такую видел на Брынице, на реке. А рядышком вольер с розовыми фламинго. Глядите, как они спят на солнышке. Вот уж необычные птицы. Оставим посещение зоопарка на следующий раз, а сейчас едем дальше. А здесь, судя по всему, была какая-то то ли сцена, то ли танцевальная площадка. Судя по скульптурам танцующих женщин. Да, амфитеатр. И большая площадка, где можно танцевать. Красиво. А чуть дальше в лес и чуть выше по склону нашлась еще одна танцевальная площадка. Но тут уже, судя по всему, для тех, кому за 30. Возрастной ценз повыше. Множество дорожек, расходящихся во все стороны. И огромные вековые деревья, дающие приятную прохладу. Сегодня, кстати, по-летнему тепло. Я бы даже сказал, жарко. Какая необычная скульптура. Кто это? Медведь с медвежонком. Интересно. Прям дышит стариной. Дорожка пошла вниз. Ехать приятно. Кажется, мы покидаем обитаемую часть парка и углубляемся куда-то в дебри. Заметьте, не я впереди. Асфальт здесь такой, как будто его не меняли с советских времен. Может, какую заброшку найдем. На подъем идем ногами. И, кстати, маршрут обозначенный. Черный, правда, что значит довольно сложный. Но мы идем. И вывела эта дорожка нас к поросшему камышом и рогозом пруду. На его берегах отдыхают люди. Кто-то загорает, кто-то готовит гриль. Здесь такая выложенная кирпичом мостовая. И еще одна станция подвесной канатной дороги. Она здесь скорее в развлекательных целях, не как транспорт, а покататься над парком, посмотреть на все с высоты. И выехали мы к местному планетариуму. И здесь, гляньте, какие интересные штуки стоят. Что бы это было? Надо остановиться и ознакомиться. Вращающийся диск, вроде карусели. Надо для баланса с двух сторон стать. С противоположных. Давай. О, мы поехали. Где-то цепляет. Подшипники износились. А это что такое? Что-то вроде солнечных часов. Есть шкала. Час зимний, час летний.
Ага, и вот это, кажется, центральная точка, которая дает тень, по которой можно определить время. Сейчас у нас час летний, где-то между 3 и 4. Ну так, 15:27. Сверим. 15:22. Довольно точная штука. А еще чуть дальше какие-то полусферы на ножках. Но беседками это быть не может. Слишком они низкие и слишком маленькие. Так, выставить велосипед так, чтобы не упал. Пойдемте глянем, что же это. Это карта звездного неба. Отсюда изнутри видны вот эти отверстия и, соответственно, созвездия. Необычно. Получается, это все полушария. Классная идея. Вот и мой велик. Не устоял. Еще один забавный аттракцион-тренажер — это гироскоп, заключенный в такой корпус. У него есть привод за счет ремня и таких рукояток. Я так понимаю, можно преобразовать вращение гироскопа во вращение всей этой платформы. Давайте сейчас попробуем. Вот так познаем физику в ощущениях. Год назад, когда здесь неподалеку на стадионе выступала группа «Рамштайн», в этом планетарии зафиксировали сейсмическую активность. Так прыгали слушатели и фанаты, что были ощутимые толчки земли. О, тут мы не съедем. И снова мы углубились в тенистые парковые аллеи. Посреди парка наткнулись на, кажется, ресторан. Судя по всему, еще закрыт. Место такое классное. В теньке посидеть под чашечку кофе. Довольно часто на маршруте встречаются схемы парка, где можно определиться со своим местонахождением. Вот мы здесь. Можем двигаться дальше сюда. А вот планетарий. Отсюда мы приехали. И мы с вами приехали в локацию, предназначенную для грилей. Люди приехали с гамаками, с покрывалами, жарят сосиски. Здесь же мороженое, большая детская площадка. В итоге мы проехали весь парк насквозь и выехали уже к улицам, к дорогам общего пользования. Хотя они тоже такой вид имеют, как будто по парку идут. Брусчатка, зелень кругом. А вот и стадион Шленский. Когда проезжаешь мимо на машине, он кажется относительно небольшим. Но подъехав поближе, понимаешь, что сооружение
монументальная. Надо будет как-нибудь на концерт какой-нибудь сходить. И вернулись мы на территорию парка, только уже с другой стороны. Едем к машине. Только гляньте, сколько к вечеру в парке людей. Целое столпотворение. А вот и наша хондочка стоит, ждет нас. Машины вокруг не поменялись, да мы никому и не мешали. Зато впереди добавился скутер. Фу, жара, духота. Открываем окна нараспашку, будем запускать свежий воздух. Где-то полчаса заняла упаковка велосипедов в багажник. Мишка с Танюшкой тем временем отправились в парк аттракционов, чтобы отметить наши билеты. Поскольку для выезда с парковки необходим билет, который побывал на территории парка аттракционов. Ну и я сейчас к ним присоединюсь. Вот, казалось бы, покатались на великах совсем немного, а времени прошло 5 часов. И проехали километров 15 точно. Dzień dobry. Do widzenia. Как говорится, уставшие, но довольные, мы возвращаемся домой. Накатались, нагулялись. Первый совместный выезд на велосипедах состоялся, и я считаю, все прошло отлично. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.